Львы, я приветствую вас. Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. Сегодня с вами будем смотреть ваш второй прогноз на январь 2025 года. Мы посмотрим, оценим, что вас ожидает, какие события наиболее вероятно произойдут, ну и в целом, на что вам стоит рассчитывать в течение данного месяца. Поэтому думайте о своих планах, о своих целях, задачах, которые вы себе продумали, проложили на начало года. И будем смотреть, удастся ли их реализовать. Львы. Основные энергии, работа, финансы, здоровье, личная жизнь и рекомендации от карт. Арканы вам хорошо видны, поэтому давайте приступим. Итак, общие энергии месяца. Шестерка жезлов. Карта победы, триумфа, аркан ликования. Это ситуация, когда многое дается легко, или знаете, как с первого рывка. Ситуация, когда вы находитесь в центре внимания, притягиваете своей энергетикой, харизмой абсолютно всех. Легко добиваетесь поставленных целей, задач или результатов. Сам по себе аркан может сулить выигрыш в каком-либо соревновании, конкурсе, мастер-классе. Или ситуация просто, когда вы поставили себе какую-то цель и добились ее, и как следствие можете собой гордиться. Конечно же, карта, которая сама по себе сулит поездки, перемещения, путешествия, командировки. Для кого-то может быть переезд, смену места жительства. Но в любом случае мы с вами сейчас будем раскрывать эту карту и оценивать, о чем здесь идет речь. Итак, карта повешенный. Обратите внимание, здесь не состояние жертвы. Это ощущение легкости, такой вот невесомости. Того момента, когда вы понимаете, в чем корень каких-то ваших проблем или ваших страхов, переживаний, как это можно проработать и как от этого можно избавиться. Для некоторых это обретение легкости именно духовной, ментальной. Для кого-то за счет молитв, у кого-то аффирмации, для кого-то погружение в психологию или в иные сферы эзотерики. То есть это глубже смотреть на проблему, на ситуацию, освободиться от каких-то тяготящих мыслей, сделать свою жизнь максимально легкой. Но еще, конечно же, шестерка жезлов и повешен — это быть привязанным. Но сейчас объясню. В хорошем смысле этого слова. Допустим, у вас появился автомобиль, да, то есть теперь вы обязаны выполнять какие-то функции, то есть там ТО, вовремя помыть, заправить, то есть обслужить машину, но это все будет в радость, поэтому само по себе прекрасно. По вопросам работы. Кстати, у вас карта выходит такая же, идентичная, как у знака зодиака Рак. Что такое двойка монет? Это карта лавирования. Это ситуация, когда вам нужно будет подстраиваться под меняющиеся условия или обстоятельства. Например, кто-то здесь может менять одну работу на другую. Кто-то одномоментно работать на двух работах. Или, допустим, основная работа и какая-то подработка или хобби. Или, помимо всего прочего, аркан говорит о том, что вы можете сопоставливать, сравнивать, присматриваться. А может, есть, допустим, работа, или вам предлагают какие-то условия труда, которые для вас будут более продуктивные, перспективные. И будете для себя оценивать все риски, стоит или не стоит. То есть у каждого эта карта отыграется в своем ключе. Но могу сказать так, не менее продуктивно. Так как вы все абсолютно разные, будем раскрывать арканы, смотреть для каждого из вас. Оценим ситуацию для тех, кто на данном этапе у нас с вами по ряду причин работать не может. И вот, колесо фортуны для вас — это шанс, и это возможность, так сказать, оказаться в нужное время, в нужном месте. Во-первых, как вы видите, под лежачий камень вода не течет, от вас это потребует активных действий, чтобы что-то произошло, что-то свершалось. Но какие-то дополнительные социальные выплаты или, может быть, перерасчет пенсии, дотации, субсидий. То есть то, что позволит вам ощущать себя более комфортно. Еще двойка монет и колесо фортуны — ситуация, когда пусть может быть разовая, но какая-то существенная подработка, которая позволит вам заработать столько, чтобы в рамках месяца ощущать себя максимально комфортно. Поэтому действуйте, берите смело за дело, здесь все будет получаться. Для тех же, кто ищет у нас, так сказать, постоянную работу, да, а не подработку. О чем здесь идет речь? Семерка жезлов. Аркан, который говорит о том, что придется потрудиться, отстоять себя, свою кандидатуру, свою персону. И двойка монет — это как вашему работодателю показать, чем вы более привлекательны как сотрудник, в чем ваши преимущества, в чем ваши сильные стороны, чем вы сильнее конкурентов, ваших оппонентов. То есть это фактически выгрызть работу у ваших соперников. Если вы у нас наемный сотрудник, то двойка монет и королева жезлов — это ситуация, когда вам захочется большего.
Во-первых, для девушек и женщин это ваша карта-сигнификатор. Это желание развития, роста, новых возможностей, ситуация, чтобы вас слышали, замечали, желание быть в центре внимания. И раз роковая для вас аркан по девятке монет, конечно же, больше зарабатывать. Поэтому искать для себя более прибыльное, более хлебное место. Для мужчин. Двойка монет, королева жезлов и здесь паж монет. Это ситуация, когда вам могут предложить попробовать себя в новой стезе, новый профиль. То есть сменить работу текущую на более для вас перспективную. И будете для себя брать на заметку, оценивать риски, стоит ли так кардинальным образом менять свою жизнь. Ну, по тузу жезлов карты рекомендуют вам идти в новое. Там, безусловно, вы решаете сами. И если вы владеете собственным делом, двойка мечей, и здесь двойка монет. Это ситуация, когда вы можете одномоментно, знаете как, ну, может быть, в каком-то регионе закрывать филиал, который непродуктивен, но открыть больше филиалов там, где они вам приносят прибыль. Понимаете? То есть в таком ключе. То есть как не сама реорганизация вашего предприятия, а выбирать для себя локально более, ну, как бы, продуктивные точки, назову это так, там, где вы можете ставить магазины, офисы, ваши филиалы, то есть то, что будет приносить хороший заработок. Далее, финансовая сторона вопроса. Очень странно. Рыцарь мечей. Говорю, почему очень странно? Потому что карты на стороне такие же, как у знака зодиака Рак, хотя колоду хорошо перетасовала. По рыцарю мечей это значительный отток денег. То есть это закрывать какие-то выплаты, штрафы, кредиты, долги, рассрочки. То есть, знаете, сначала скажу у нас так, официальные выплаты, то есть для кого-то там алименты и так далее. Но основной посыл это, конечно же, потом просто траты. Траты здесь будут больше, чем ваши доходы. И еще сам по себе рыцарь мечей, я уже об этом говорила ранее, но, может быть, кто забыл, сама по себе это не карта воровства. Но иногда, может быть, знаете, как налет, как рэкет, или как что-то украли, забрали. Как я уже приводила в качестве примера из серии, вы просто там зашли, сели в авто, у вас открыто окно, сидите, что-то смотрите по телефону, подъехали, вырвали у вас телефон и поехали дальше. Поэтому здесь, пожалуйста, аккуратно с вашими какими-то материальными ценностями. Так, вопросы состояния здоровья. По Солнцу, ну, все прекрасно, потому что это карта счастья, полноты жизни, прилива сил, энергии. Ситуация, когда жизнь бьет ключом. Много энергии, то есть активно можете заниматься спортом, сил хватает на все, и на работу, и на хобби, и на все и вся. Опять же, хорошее эмоциональное, ментальное, физическое самочувствие. Это подъем тонуса, энергии, жизненных сил. Для кого-то за счет каких-то практик. Или, может быть, энергочисток. Ну, то есть у каждого здесь по-разному. Но, как показывает карта, все прекрасно по самочувствию. Личная жизнь. Тройка монет. Аркан, который говорит о том, что вы в большей степени можете быть сконцентрированы на рабочих процессах, нежели на вопросах личной жизни. Но мы сейчас оценим, так ли это. Итак, смотрим ситуацию для тех, кто на данном этапе у нас свободен. Здесь тройка монет и семерка мечей. Ситуация, когда вам могут предложить адюльтер, то есть любовный треугольник. Причем это, знаете, как на страстях, на сексуальной тяге. Нужно ли вам это, вы решаете самостоятельно, но должны здесь понимать, что по рыцарю жезлов, как правило, это формат краткосрочных отношений. Если вы в любовных треугольниках, что здесь? Тройка монет и отшельник, это, знаете, как осознанно, обдуманно все взвесить и решить, и, как правило, отдалиться, уединиться, выйти. Может быть, так сложится ситуация, что вы действительно в рамках месяца очень много времени будете уделять вашей работе, карьере, учебе, то есть вашему развитию, и вам будет не до вопросов личной жизни. Но еще основа основ – это понимание или осознание, что в этом союзе ощущаете себя одинокой или покинутой. Как следствие, можете сами отстраниться и выйти из такового формата отношений. И если вы в стабильных союзах, тройка монет и туз жезлов. Это ситуация, когда вы совместно можете что-то придумать, реализовать, подработку или совместная деятельность, или то, что вас сплочает. То есть какой-то, знаете, не просто фон по интересам, а то, что работает на благо укрепления вашей материальной базы, вашего союза, и дает вам возможности реализовывать ваши мечты, ваши желания. И вы будете очень заинтересованы в этих совместных проектах. Так, по совету. Постарайтесь, конечно, в рамках января по тройке чаш это больше любви, больше радости, эмоций, проводить время с друзьями, напитываться вот этой энергетикой еще праздника, духа, вот это, знаете, как зимы, вот этого зимнего вайба, поднимать себе настроение.
может быть, общаться с близкими, с друзьями, потому что тройка чаш — это не просто там вечеринки, концерты и какие-то пати. Это все-таки, знаете, общение с близкими людьми, которые разделяют вашу радость, ваше счастье, которые наполняют вас позитивным настроением. Поэтому воспользуйтесь советом от карт и проведите это время с пользой. Смотрим на неожиданность января. Что здесь? Так, гора, клевер, письмо и дно колоды у нас арка. То есть, видите, это как коммуникация, для вас будут новые возможности. То есть это на самом деле как зайти на вершину, преодоление препятствий, легкость, шанс, удача. Причем это связка и комбинация карт, вот документы, которые где-то зависали. Например, там долго не могли получить визу, или там переделать паспорт, или были какие-то заминки с получением документов на квартиру, или долго ожидали какой-то приказ от начальства о повышении. То знаете, как все свершилось. Вы входите в новые возможности. Все то, что вы себе планировали, идет, знаете, как в положительном аспекте. В принципе, хорошие новости, которые вас порадуют, удивят, воодушевят, дадут какую-то вот надежду на получение лучшего, большего в жизни, вот того, к чему вы стремитесь. Поэтому настраивайтесь на позитив, у вас здесь все будет идти в таковом ключе. Наиболее важная сфера, как мы видим, это сфера здоровья. Опять же, Солнце также рекомендует больше отдыхать, заниматься собой, уделять себе любимым внимание, время. Поэтому здесь не пренебрегайте, пожалуйста, советом арканов. И пусть действительно энергии января для вас отыграется только в лучшем ключе. Я вам закрываю все, как вы видите, на позитивной, положительной ноте. От вас буду ждать обратной связи относительно того, как отыгрался расклад и эта информация. С вами же не прощаюсь. Услышимся в следующих видео.